Страх родился вместе с человеком, чтобы помочь ему выживать в этом враждебном, непонятном мире. И люди пристрастились к страху через экстремальный спорт, опасные аттракционы, фильмы ужасов и хоррор-игры. Видеоигровой хоррор уникален интерактивностью и погружением в иную реальность. Разум может говорить, что это только игра и нечего бояться, но нарратив своими средствами и приемами доказывает мозгу, что он не прав. Тогда мы напряжены, хуже рационализируем, воспринимаем эмоциями. Страх – это не только выброс адреналина, но и реализация свойств человеческой психики. Хоррор может основываться на общественных опасениях, затрагивать личный опыт, говорить на тяжелые темы. Хоррор позволяет осознать нашу беспомощность, отсутствие контроля, ужас перед вечностью. Людские страхи произрастают из реакций, помогающих нам остерегаться опасного, избегать боли и смерти. Так, мы боимся сильных, непредсказуемых противников, которым мы не можем дать отпор. Поэтому игровой персонаж в хоррорах слаб, одинок, его ресурсы ограничены. Для дизайна монстров применяет эффект зловещей долины, когда человек испытывает сомнения в одушевленности кажущегося живым существа, и наоборот, неодушевленности безжизненной вещи. Страшит и детскость, когда смешивается с жутью, и ощущение безопасности разрушается. Также чужеродные соединения человеческого тела с любой живностью или предметами, неестественная анатомия, изуродованность болезнью. Неприятен вид крови, телесные повреждения, вызывает отвращение членистоногие, страшные хищники с острой пастью и когтями, противники с оружием в руках. Все эти элементы работают в хоррорах, ведь тысячи лет мы боимся болезней, ранений, опасных животных и всего, что чуждо нам и неестественно. И, конечно, страшнее всего человеческие пороки, которые находят отражение в жутких существах. Для погружения в атмосферу видеоигры используют повествование через окружающий мир. Для хоррор-игр характерны безлюдные локации, вызывающие чувство одиночества, ощущение небезопасности и клаустрофобия достигаются тесными помещениями, где сложно передвигаться и ориентироваться. Навязчивые мысли о появлении противника усиливают длинные коридоры, повороты и двери. Локации плохо освещены, темнота и туман дезориентируют игрока, заставляют воображение додумывать пугающие образы. И наоборот, неприязнь вызывает и открытые сплошные пространства, где игроку некуда скрыться и ощущается собственная малость. Используют лиминальные пространства. Непривычно безлюдные места настораживают игрока своей заброшенностью. Часто в хоррор-играх встречаются такие детали, как надписи на стенах, царапины, кровавые следы, ломающаяся техника. Они выдают чужое присутствие и предупреждают, что здесь таится опасность. Другие приемы – нарушение геометрии пространства ради ощущения неподконтрольности, геометрические узоры и симметрия, вызывающие чувство клаустрофобии и реальности, жестокий натурализм, шок-контент, темная приглушенная палитра. И наоборот, обманчивость милой дружелюбной картинки, неестественно светлые и яркие цвета. Огромную часть хоррора составляет звук. При помощи него мы встречаемся с неизвестным. Если источника звука не видно, игрок напрягается и начинает работать воображение. В хоррор-играх используют музыку и объемный звук, чтобы предупредить игрока о грядущей опасности, внушая страх ожидания с помощью тикания часов, ритмичных звуков, бесконечно повышающегося тона. Подсознательную тревогу вызывает низкочастотный шум на фоне, неприятные нелинейные звуки, рычание, плач, запилы и скрежетания, стоматологические приборы, сирена, крики. Эффект зловещей долины работает здесь, это неестественные речи, голос. В музыке раздражает какофония, мелодия без музыкальности и диссонанс. Тишина – тоже инструмент. В жизни не бывает слишком тихо, поэтому это подсознательно неуютно. Тишина заставляет прислушиваться, а пространство вокруг игрока увеличиваться за счет эха, скрипа конструкций, звука шагов. Игрок может расслышать учащающееся дыхание и сердцебиение персонажа и погрузиться в его состояние. В тишине внезапно резкие скримеры, шум от интерактивных предметов, которые можно опрокинуть и задеть. Залог хорошего скримера – баланс напряжения. Смысл скримера в том, чтобы заставить игрока волноваться в ожидании внезапного появления опасности. Страх – глубокое и сложное чувство. Он связан как с физической угрозой, так и с нашим восприятием необъяснимого. Погрузившись в жанр хоррора, мы можем понять, как страх формирует наше восприятие мира, исследовать человеческую психику. И безопасно пережив и преодолев страх, мы можем физиологически и эмоционально освободиться, почувствовать облегчение, вернуть контроль. Благодаря этому страх так притягателен.